Здравия. Часто упоминаю разумную схему устройства общества. КОПу. Делал ранее вводный ролик. 10 раз обязательно посмотреть. Ссылка в описании. Называется КОПа Вечи и блокчейн-технологии. Давайте начнем напрягать режим данной темой. А то они слишком расслабились. Их функция обслуживать недееспособных и защищать человека от физлица, гражданина и прочих биороботов, и распределять поровну ресурсы для жизни каждому, а не строить себе дворцы с яхтами. Мы создадим свой нормальный параллельный мир, особенно учитывая то, что многим тут присутствующим придется перерождаться здесь же, разумно подложить солому заранее. Если не для себя, то для близких и потомков. Этой темой следует гореть любому здоровому на голову человеку. Смысл бытия-то какой, если жизнь одна? Самый главный инструмент управления в текущем мире денег – это, естественно, сами деньги. Пока мы пользуемся чужими, обречены на провал. Они за счет инфляционного устройства системы постоянно облегчают наши карманы, обесценивая наш труд. И первое, что требуется сделать, это свои частные деньги. Сейчас просто удивительный момент, когда нам не требуется печатный станок за миллионы и сопутствующие проблемы с оборотом бумажек и монет. Мы можем выпустить частные деньги и пользоваться ими, благодаря криптовалюте, используя смартфон или компьютер. Главный смысл крипты – это хранение информации в блокчейне. В нем записаны все операции, и подделка баланса или операций потребует очень больших затрат времени и ресурсов. Да и соседние хранители-майнеры блокчейна отвергнут эти изменения из-за сбоя математики. Схемы есть разные. Как это все воплотить, следует хорошо подумать, но ролик не об этом. Сам блокчейн обслуживается майнерами и синхронизируется на неограниченном количестве серверов и компьютеров. Вся прелесть происходящего, что невозможно уничтожить или отнять блокчейн, поскольку он может быть в разных якобы странах по всему миру. Мне очень нравятся анонимные блокчейны, типа монеты XMR. Отдаются данные только о том, что перевод произошел. У кого сколько на балансе, неизвестно. И это правильный путь. Не надо знать выродкам, у кого сколько денег. Тем более, что у них же есть банковская тайна. А в крипте типа нельзя. Начать пользоваться криптой очень просто. Установили программку, сгенерировали сид-фразу из 24 слов, записали на бумажку для восстановления в будущем, задали пароль для доступа к кошельку и все. У нас есть длинный хэш-номер кошелька. Точнее, их можно нагенерировать миллионы, и все они будут ссылаться на твой кошелек, по которому можно совершать переводы, или генерировать QR-коды для телефона с тем же назначением. Сдавать анализы для доступа не требуется, как это предлагают сегодня делать жулики и воры, изображающие себя государства, мошенническими схемами отнимающие у нас ресурсы, положенные Творцом каждому по рождению. Обеспечивать стабильность системы должны крупные финансовые круги. В них должны входить группы трейдеров, умеющие эффективно вынимать деньги из рынков, поскольку нигде больше невозможно добыть столько много денег. Они же будут держать обменники и обеспечивать выкуп монет, которыми мы будем обмениваться взамен на услуги и продукцию. Комиссия майнеров за обработку транзакций должна быть минимальной, скажем, 0,1 доллара. Этого вполне достаточно для обеспечения работоспособности серверов. Поскольку доллар, по сути, общемировая валюта, теряющая 99% стоимости за 100 лет, а остальные теряют еще больше по отношению к нему, то каждому кругу следует обеспечить 100% выкупа долларами, своей долей монет, и вводить новый резерв только по факту наличия дополнительных средств, и еще на 100% обеспечить акциями и прочими, плюс какой-то мелкий операционный резерв местными тугриками. Двойной резервации средств должно хватить. Больший резерв приветствуется для подстраховки соседних кругов. Им придется наращивать средства старого мира, гася инфляцию, поскольку курс будет назначаться, скажем, раз в 2 недели, и соответственно расти вслед за обесцениванием внешней системы денег. То есть мы получаем деньги, которые всегда будут расти в цене. По сути, это биткоин сегодня делает на сумасшедшие проценты. На каком-то этапе это можно перестать делать, но у нас тогда в системе КОПы должны быть услуги и товары для прямого обмена, свои заводы и так далее, за рамками юридической системы оккупанта. И нас должны быть миллионы. А назначать курс довольно просто. Берем первую пятерку стран по уровню ВВП
Каждый из них берем стоимость ряда основных товаров и услуг. Над этим следует хорошенько подумать. Самое очевидное – ресурсный сектор. Золото, серебро, нефть, газ, электричество и что-то подобное. Сектор питания – пшеница, картошка и так далее. Трудовой сектор – зарплаты в долларовом эквиваленте, фермера, пожарного, электрика. Короче, это вопрос общего обсуждения. Думаю, позиций 10 от каждой отрасли хватит. И чтоб данный товар или услугу можно было легко и быстро снять с мировых бирж, например. Обязательно этот момент следует отдать автоматизации, чтобы само все считало, забирая данные. Затем просто высчитываем среднее. И вот у нас получен курс нашей криптомонеты. Всегда в актуальном к миру состоянии. Всем добра, здоровья, процветания и денег.